знаете ли вы, что бизоны являются отличными шаферами на свадьбах? Нет? А как насчет бегемота, с которым можно устроить пикник? Звучит здорово, правда? Или лучше не стоит так делать? Что ж, в этом видео я расскажу вам о 10 самых опасных диких животных, которых удалось приручить человеку. А в конце ролика вы узнаете, почему вам лучше никогда не связываться с верблюдами. Приятного просмотра! Начну я, пожалуй, с замечательной истории семьи Бриджес и их не менее замечательного бизона по имени Дикарь. Пара из Америки, Ронни и Шерон, держали целое стадо бизонов из более чем 50 особей, но со временем семья больше не могла ухаживать за животными, поэтому всех их пришлось продать, всех кроме одного. Бриджесы оставили себе маленького теленка, которому и дали кличку Дикарь. Дикарь стал вести себя словно хороший пес. Малыш свободно гулял по дому, смотрел по телевизору любимые фильмы, сопровождал семью на пикниках и даже завтракал за столом вместе со всеми. Однажды ему удалось побывать шафером на свадьбе супругов. Удивительно, как из такого гиганта с буйным характером получился ласковый и дружелюбный питомец. Бриджесы утверждают, что это любовь и забота, которые они дали дикарю, сделали его таким послушным и миролюбивым. Эта история получила огромную популярность, но сам я о ней до этого никогда не слышал. А вы? Но раз человек смог приручить бизона, значит он с легкостью справится и с обезьяной. Или нет? Давайте разбираться. Знакомьтесь, Дэмиан Аспиналл, хозяин зоопарка, в который однажды привезли маленькую гориллу Квиби. Ее родители были убиты браконьерами, и малышка осталась совсем одна, поэтому мужчина не смог отказать в просьбе придержать зверя у себя. А потом очень привязался к новому питомцу. Он постоянно играл с ним, воспитывал и заботился. Когда Квиби подрос, его выпустили в естественную среду обитания. Расставание было очень трудным. Поэтому через 5 лет Аспиналл решил отправился в Габон, чтобы найти старого приятеля и посмотреть, как он адаптировался к жизни в дикой природе. Этот момент был запечатлен на видео и стал широко известен благодаря эмоциональной встрече человека и гориллы, признавшей своего воспитателя спустя годы разлуки. Но, к сожалению, далеко не все приматы являются дружелюбными созданиями. В 2009 году шимпанзе по имени Тревор сбежал из дома. Ничего не подозревающая Сандра Геральт попросила свою подругу приехать, чтобы помочь вернуть его в клетку. Они так уже делали неоднократно, и всегда все заканчивалось хорошо. Но внезапно Тревор, который жил у Геральт в течение многих лет, неожиданно стал агрессивным и атаковал Нэш. Нападение было настолько жестоким, что Нэш потеряла большую часть лица и руки. Хозяйка, Сандра Геральт, пыталась остановить шимпанзе, но безуспешно. В итоге она была вынуждена вызвать полицию, которая усыпила Тревора, чтобы остановить нападение. Подруга же Нэш получила серьезные физические и эмоциональные травмы. Она потеряла зрение, а для восстановления лица были проведены многочисленные хирургические вмешательства, включая одну из самых сложных операций по пересадке лица в медицинской практике. Вообще, Нэш стала первым в мире пациентом, который получил двойную пересадку рук и лица. И хотя девушка отсудила денежную компенсацию в размере $4 миллионов, на этом она все же не остановилась. Нэш продолжает настаивать на ужесточении законодательства, касающегося содержания экзотических животных. А что вы думаете по этому поводу? Еще один необычный пример связи человека с диким животным – история Ирвана и его крокодила по имени Коджик. Все началось в конце 90-х, когда Ирван выкупил за $1,5 у местных мальчишек маленького крокодила. Ирван ухаживал за ним с большой заботой, и со временем между ними установилась крепкая связь. Они постоянно играли, хозяин чистил его щеткой и кормил свежей рыбой несколько раз в день. Иногда, конечно, малышу не хватало провизии, и случайно зашедшие во двор кошки куда-то исчезали. Интересно, куда? Но несмотря на это, Коджик жил вместе с семьей Ирвана, фактически став их домашним животным. Благодаря любви и заботе, проявленными отважным мужчиной, из 10-сантиметрового малыша Коджик превратился в 3-метрового зверя весом более 200 килограмм. Конец их совместной жизни наступил после того, как местные власти узнали о необычном питомце, живущем в одной из семей. Согласно законодательству Индонезии, крокодилы охраняются и запрещены для содержания в домашних условиях. Коджик был изъят из семьи и отправлен в сафари-парк в Богаре. Семья Ирвана, провожая Коджика, не могла сдержать слез, так как за 20 лет они очень привязались к своему питомцу. Как думаете, правильно поступили власти? Может, крокодилу гораздо лучше жилось в семье?
Возможно, многие из вас слышали стереотипы о том, что русские любят водку, медведей и играют на балалайке. Большинство из этих стереотипов, конечно, неправда. Но что, если я скажу вам, что почти 30 лет назад Светлана и Юрий Пантелеенко взяли себе домой трехмесячного медведя? Малыша решили назвать Степан. О Степане стали заботиться с большой любовью. Ну, посудите сами. Кормят родители приемного сына прекрасно. Живой рыбой, овощами, яйцами, а на десерт подают любимое лакомство – вареную сгущенку. Так что неудивительно, что этот грозный хищник вскоре стал полноценным членом семьи, живя вместе со всеми прямо в доме. Кстати, помимо того, что медведь ведет беспечную жизнь в российской семье, он также активно развивает свою карьеру. Косолапый уже сыграл роли в таких фильмах, как «Елки», «Царь», «Край», а это довольно популярные кинокартины. Вы, наверное, думаете, что Степа – уникальный случай. И правда, таких медведей в дикой природе не встретишь. Он умен, добр и обладает сказочной красотой. К Мишке можно подойти не только погладить, но и посидеть на массивной спине. Разве такое есть где-то еще? Вы удивитесь, но в 2002 году случилось невообразимое. Американец Кейси Андерсон получили секретные российские книги по приручению медведей и взял Брута под свое крыло, когда тот был еще маленьким медвежонком. Заповедник, где Брут родился, уже был переполнен. Его планировали отправить в зоопарк, но Кейси не позволил этому случиться. Удивительно, насколько ласковым и нежным может быть опасный хищник, весом почти 400 килограмм и ростом 2,5 метра. Кстати, Брут тоже не стесняется камер. Эта пара стала знаменитой благодаря собственной телепередаче, поддерживаемой National Geographic. В своей программе Кейси стремится изменить стереотипы о гризли, показывая, что медведи не всегда убийцы и кровожадные хищники. Но, к сожалению, не все истории заканчиваются хорошо. Шаянна Хэр жила вместе со своей матерью, Джессикой Хэр, и ее парнем Чарльзом Дарнеллом. В их доме также находился огромный бирманский питон по кличке Джипси. Он принадлежал Чарльзу. В ночь трагедии питон, содержавшийся в аквариуме, сбежал из своего жилища. Он пробрался в спальню Шаянны и напал на девушку. Утром Джессика Хэр обнаружила свою дочь без признаков жизни, обвитую питоном. Она попыталась спасти Шаянну, но было уже слишком поздно. На родителей погибшей завели уголовное дело. Хотя ответчики и утверждали, что змея была безобидна в течение 5 лет, которые она провела у них, тот факт, что вольер питона не имел надежной крышки и был накрыт лишь одеялом, стал решающим доказательством против пары. И несмотря на признание смерти девочки несчастным случаем, ответчиков все же обвинили в крайней халатности в отношении как безопасности ребенка, так и содержания питона. Представьте себе, Джипси был сильно истощен и весил на 45 килограммов меньше положенного. Чудовищная халатность. В итоге Чарльз и Джессика были обвинены в непредумышленном убийстве и жестоком обращении с детьми и были приговорены к тюремному сроку. Это все, конечно, интересно. Но что по поводу реально крупных животных? Может ли человек жить вместе со слоном или, например, с бегемотом? Конечно, может. В 2000 году, во время наводнения в Лимпопо, маленького бегемота выбросило на берег реки рядом с домом супругов Жубер. Малышке было всего около 5 часов от роду, и без помощи она бы точно не выжила. Тогда рейнджер Тони Жубер и его жена Ширли, у которых не было своих детей, взяли бегемотиху к себе домой и начали заботиться о ней, кормить, ухаживать. Так что с течением времени Джессика стала полноценным членом семьи. Теперь ей уже 24 года. Весит она около 1,5 тонн. И вы скажете, ну что тут удивительного? Бегемоты вот травоядные. Они вполне безопасны, но это неправда. Они вполне способны убить человека. Однако за все эти годы Джессика ни разу не проявила агрессии. Она даже защищает своих спасителей от крокодилов, когда супруги Жубер заходят в воду. А еще бегемотиха обожает южноафриканский ча и ройбос, и Шерли заваривает ей по 20 литров этого напитка каждый день. Она также любит сладкий картофель, а еще общаться и смотреть телевизор – нетипичные увлечения для дикого зверя, не так ли? Джессика – самый известный гиппопотам в мире. О ней снято 105 документальных фильмов, и она по-прежнему остается одной из главных достопримечательностей ЮАР, которую так обожают туристы. Но раз человек справился с бегемотом, то маленькие пушистики ему точно под силу. Сейчас расскажу. 2 детеныша гепарда неожиданно появились в семье Ким и Хейна Шуман из Южной Африки. Что значит «неожиданно»? Да все просто. Мать гепардов родила 4 малышей в заповеднике.
Но поскольку гепарды обычно могут обеспечить выживание лишь половине помета, шуманы решили взять 2 котят к себе домой. Изначально семья пыталась держать гепардов отдельно от своих детей, но жизнь внесла свои коррективы. Ким приходилось каждые 2 часа днем и ночью кормить гепардов, Вакуу и Скайлу, одновременно с собственными детьми. В результате все перемешалось. Ким грела молоко для Кайлы и котят, укладывала их всех вместе в свою кровать, так как гепарды тоже нуждались в тепле и заботе. Так что опасные кошки стали полноценными членами семьи и очень сблизились с детьми шуманов. А когда гепардам исполнился год, их перевели в вольер на заднем дворе. Но дети продолжали регулярно приходить к ним, чтобы поиграть. Родители научили детей безопасному поведению с хищниками и объяснили, что вскоре Вакуу и Скайлу придется отправить в заповедник, где им будет гораздо лучше. Очень трогательно, не правда ли? Но, к сожалению, не все пушистики такие дружелюбные. История Амбер Мишель и ее племянника Кауч произошла в 2005 году, когда Амбер позвала к себе в гости племянника и решила показать ему домашнюю пуму. Неожиданно для семьи пума смогла протиснуться через прутья клетки и напала на мальчика. Когда кошка атаковала Куча, Амбер Мишель бросилась на помощь. Она отважно пыталась отогнать животное, используя все, что было под рукой. Благодаря чему в результате нападения мальчик остался жив, хотя, конечно, получил серьезные травмы. Департамент по контролю за животными уже выписывал Амбер Мишель Кауч штраф за то, что ее 68-килограммовая пума не имела текущих прививок, и указал, что клетка, в которой жила эта дикая кошка, была слишком мала, а промежутки между прутьями слишком широкие, чтобы быть безопасными. Но Амбер это почему-то не волновало. Вот так халатность родной тети чуть не обернулась смертью племянника. Поэтому важно помнить, что процесс одомашнивания диких животных – дело совсем не быстрое и подходит не для всех обитателей нашей планеты. Давайте я вам расскажу, например, про свинюшек. Произошли они от диких кабанов. Изначально на них охотились, но позже решили приводить их домой и начать откармливать. Откормленные кабаны стали менее агрессивными и сбросили шерсть, ведь теперь они всегда в тепле и безопасности. Так и появились те самые домашние мини-пиги. Примерно так же появились и коровы, и овечки. Все эти существа когда-то были дикими. А вот с кошечками ситуация другая. Их использовали не для употребления в пищу, а для помощи. Дикие ливийские кошки, также известные как североафриканские степные, сами сблизились с людьми после того, как с развитием земледелия начали появляться амбары и зернохранилища, привлекавшие мышей. Грызуны наносили значительный ущерб хозяйству, поэтому люди не прогоняли кошек, а наоборот, старались их подкормить и задобрить. Так и появились всем нам известные пушистики. Конечно, это произошло не в один миг, но тем не менее, процесс, я думаю, понятен. Вот только иногда эти прекрасные создания вспоминают, кем они были тысячи лет назад. Так, во время конфликта с домашним питомцем хозяйка из России подверглась серьезному нападению. Четырехлапый друг укусил девушку за плечо. Но женщина решила обратиться в больницу только через неделю. И в результате у нее уже развилось гнойное воспаление тканей, которое вполне могло стать летальным, но, к счастью, все обошлось. А вот в другой истории кошка и вовсе прокусила вену своей хозяйки. Когда скорая приехала забирать пациентку, она не могла понять, откуда взялось столько крови. Неужели на девушку напали с ножом в собственном доме? Но нет, оказалось, что виноват лишь питомец. Так что будьте аккуратны с этими маленькими хищниками. Ну, а в следующую историю поверить просто невозможно. Честно, я сам до сих пор в шоке от произошедшего. Рассказываю. 60-летняя австралийка получила верблюда в подарок на свой юбилей. Верблюду было около 10 месяцев, и весил он уже приблизительно 150 килограмм. Несмотря на свой возраст, животное было достаточно крупным и сильным. Хотя такой подарок может показаться странным, он не выглядел опасным, особенно учитывая, что у женщины было большое поместье с многочисленным скотом и овцами. Был ли верблюд действительно необычным или просто не ладил с другими животными на территории Пэм Уивер, остается неизвестным. Однако верблюд неоднократно пытался убить семейную козу. А однажды вечером и вовсе попытался спариться с Уивер. Когда женщина попыталась отбиться, верблюд сбил ее с ног, наступил на голову и придавил всем телом, задушив. Следы его копыт были обнаружены на лице и руках Пэм Уивер. Смерть женщины вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание к опасностям, связанным с содержанием экзотических и диких животных в домашних условиях.
Поэтому важно всегда помнить о потенциальных рисках и соблюдать меры предосторожности. Кстати, пишите в комментариях, как вам тот самый медведь, который ел по 20 килограмм рыбы в день и ни в чем себе не отказывал. Ну а если вы хотите также ни в чем себе не отказывать, я знаю, что вам предложить. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в комментариях и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!